Всем привет, у нас идет 4-й сезон, последняя неделя континентальных боссов, босс Хульдарк, это босс, которого я буду бить на последней неделе, до этого я его не бил. Перейдем к самой команде. Будет два варианта команды, в 2 саппорта и в одного. В моем случае я бью в одного саппорта, это Роуз. И сразу скажу, что именно такую команду собрать тяжело, чтобы она выживала до конца. Тут много всяких нюансов, поэтому сразу перейду к альтернативе, чтобы мы к ней не возвращались. Покажу команду своего соклана. Код я также кину в описании, и там вы уже сможете рассмотреть подробнее все его шмотки и так далее. Тайминги он использует вот такие, и также скрин расстановки вы увидите уже на экране. Вот такая вот у нее расстановочка. Но вернемся уже к моей команде, которая набивает намного больше урона, но тяжелее в реализации. Расстановка здесь играет тоже важную роль. Получается, Хуба и Глэдис у меня стоит здесь, и Роуз с Алтоном здесь. Таким квадратиком мы делаем, и вперед выставляем именно Ларентиля. Тайминги я использую вот такие. Откаты я не ставлю, но очень тоже важный момент, у меня нету ни на ком ускорения. То есть они у меня, в принципе, не съедут. Ну, Алтон, в принципе, у меня никогда не использовался с откатами. Он у меня всегда максимум ускора и просто по КД вешает разлом. Поэтому его это как бы и не касается, но все остальные герои у меня, вот у них ровный откат идет. Поэтому здесь откаты я не ставлю, потому что они не собьются, но буду чуть-чуть чаще ультовать за счет того, что на Роуз у меня сет кукольника. Если у вас есть руны с ускорением, ну и с ними просто лучше статы, то просто ставим всем тайминг 13,5. Вот. Соответственно, ставим этот тайминг на Ларентиля, Глэдис и Хуберга. В моем случае я этого делать не буду, потому что у меня нет ускорения, и все у меня четко, в принципе, стоит. Все сохраняем. Перейдем к экипировке и к нюансам, которые вообще здесь есть. Первое, это вообще самое важное, это у нас Ларентиль. Он у меня в этом сете, вот эта перчатка, но не в этом суть. Обязательно, просто максимально обязательно, без этого вообще никак. Нам нужен будет вот этот артефакт. Без него мы просто не будем жить здесь. Мы сразу умрем и все, и пойдем использовать первую команду, которую я показал уже. Вот, поэтому нам нужны вот эти стаки, убежища, которые мы будем часто получать за счет того, что босс накидывает много контроля. А когда мы получаем контроль, но за счет сопротивления мы будем его игнорировать, мы будем игнорировать, соответственно, 70% урона. Без этого мы просто сляжем и все. Ларентилю даем, получается, 400 плюс сопротивление, кучу защиты. Вот у меня все здесь на защиту, на ХП. Очень важный момент. У меня, кстати, был такой нюанс, что у меня Роуз обгоняла по ХП Ларентиля, и из-за этого я не доживал целую минуту. Вот, у нас у Ларентиля должно быть и защиты, и здоровья больше, чем у всех вообще в команде. Оба стата должны превышать показатели, чем у других героев. То есть вот я Роуз чуть-чуть занизил здоровье, и стали мы до конца жить. Также еще важный момент — это просвещенность у Алтона и вот этот сет. Просвещенности должно быть минимум 400. Почему это вообще делается? Это больше даже не для урона от этого сета, а конкретно для выживаемости самого Ларентиля, потому что, ну, там на сете там 400 это кап, там больше он уже и не бафнет. Но, тем не менее, чтобы прям максимально он забафал и ОЗ, и защиту Ларентиля, поэтому на Алтоне по-любому делаем 400 просвета. Все остальные статы вообще, в принципе, не важно. Просто держим точность, ловим ускорение как можно больше, но просвет очень-очень важен, чтобы наш вот этот оленчик жил до конца. Ну и, соответственно, чем больше просвета у него, тем больше он бафнет атаки на Хуберга. Хуберг у меня одет вот так. В принципе, неплохие статы, считаю. Шанс крита можно меньше намного. В принципе, на сборе 60% всем хватает, но меньше я сделать не могу, потому что просто не получается. И вот такая вот Глэдис, в принципе, тоже крит урон и атака. Также, может, кто-то не знает, очень важный момент — это чтобы по крит урону Глэдис не перегоняла Хуберга. Иначе просто вот эта ульта, она
работать не будет. Вы будете смотреть на ДПС и думать, а почему урона нету, где вообще? У вас Глэдис может просесть вообще в самый низ. Это происходит из-за того, что крит урон Глэдис превышает крит урон нашего основного ДДшника. То есть она, по сути, бафает сама себя с ульты, и эти сферы, они никуда не летят, она не понимает, что делать. Вот, поэтому тоже очень важный момент, чтобы крит урона было чуть меньше, чем у нашего ДД. Лучше сделайте больше атаки. Вот. Так, в принципе, вроде подразобрались. Не знаю, что тут еще добавить. Ну, собственно, такая вот у меня Роуз. Тоже, чем больше просвета, тем лучше, потому что она у нас здесь не какой-то там подхил, да, и штрафовик, а это, в принципе, единственный хил в команде. За счет нее мы и живем, поэтому тоже нужно как можно больше просвещенности. Если она начнет так чуть-чуть там не дохиливать, мы будем постоянно чуть-чуть проседать, и в конце концов она просто перестанет нас нормально выхиливать, и Ларентиль умрет, и, соответственно, за ним и вся команда. В принципе, по важным моментам все. Вроде как все понятно объяснил. Кому что не ясно, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. До скорых встреч. Всем пока.